Я сегодня хотела рассказать об одной мысли, которая мне и вот с кем работаю сейчас, я вижу, что эта мысль, эта идея, она такая важная, и она помогает собраться и помогает принимать правильные решения. Да? То есть мы с вами сейчас все зашли уже в то состояние, когда нужно начинать думать о будущем. Понятно, что первые дни войны — это кризис, это паника, это стресс, это измененное состояние сознания, но проходит там максимум 21 день, да, и люди собираются, потому что дальше надо жить. Мы не знаем, сколько будет война длиться, мы не знаем, как все это закончится, то есть это непредсказуемо. Никто сейчас это предсказать не может, но абсолютно точно дальше что-то будет, да, и, соответственно, нужно сейчас думать о будущем, в том числе, еще раз, да, я говорю о тех, кто не находится прямо там под бомбежками, там в каком-то эпицентре боевых действий, там другая история, там это буквальная такая реальность психотическая, где надо не думать, а делать. Во всех других реальностях надо не делать, а думать сейчас. Потому что в стрессе, в панике, вы знаете, психика откатывается на уровень «бей, беги, сражайся», да, и мы либо, «бей, беги, замри», да, мы либо замираем, то есть бесконечно скроллим новости, или думаем, ой, завтра все закончится, делаем перепосты вот этих странных картинок про то, что вот такая-то провидица предсказала, что завтра все закончится и так далее. То есть это все из состояния «замри», из состояния отрицания реальности. Либо мы бросаемся в реакцию бой, сражаться и начинаем быстро делать какие-то хаотичные действия. В стрессе самое лучшее, что можно сделать, это вернуть себе способность думать. Еще раз, в экстренной ситуации, когда вы в эпицентре боевых действий, там не думать, а действовать. Да, это психотический уровень реальности, буквальный уровень реальности. Надо выжить. Дальше надо не делать, а думать. И, пожалуйста, эту идею берите себе, берите своим клиентам, если вы как психологи работаете. Ваша задача увидеть вот эти реакции. Может, ваш клиент замирает, или ваш клиент бросается в реакцию сражаться, да, начинает какие-то вот такие вот суматошные компульсивные действия совершать. И, в общем-то, из этого состояния его важно выводить в состояние думать о ситуации, думать о будущем, думать, как дальше. Вот это та реакция, которая самая конструктивная бывает в стрессе. Что дальше? Когда человек начинает думать, первое, что приходит в голову, это нормально, это реактивные варианты действий, то есть из состояния реакции. Вот что такое во мне случилось, например, не знаю, все там переезжают в такую страну, и я перееду. Вот как мне там буквально на завтра заработать, что-то там для себя такое решить. То есть это реакции на очень короткий горизонт. Не из состояния того, как я хочу, как я вижу свою жизнь, а из состояния залатывания дыр. Вот прямо сейчас, вот как-то бы это сделать, как-то бы это. И это приводит к таким неправильным выборам и нехорошему разворачиванию событий дальше. В теории систем есть очень интересное наблюдение. Когда исследовали системы, обнаружили, что какие системы, какое одно из основных качеств систем, тех, которые выжили в эволюции, развивались и процветали. Это оказалось качество очень неожиданные с одной стороны и очень интересные. Выживают, развиваются и процветают те системы, которые руководствуются в своем мышлении. Каждая система имеет свой способ мышления, то есть способ обработки информации и принятия решений. Будь то психика человека, будь то система, компания как система, бизнес как система, либо любая другая живая система, там, биологическая и прочее, у них есть, у любой системы есть способ мышления, то есть способ обработки информации. Так вот, выживают, развиваются и процветают те системы, которые в своем мышлении руководствуются принципом изобильности, а не эффективности. Очень интересно. И изобильности, а не эффективности. То есть, что я имею в виду? Природа неэффективна, природа изобильна. Да?
Это мы видим вокруг. Солнце постоянно светит, дает свою энергию. Это эффективно? Нет. Это изобильно, это излишество. То есть эта энергия, она не используется как-то вот каждый квант энергии как-то мудро, эффективно, правильно используется. Нет. Это излишество, это изобильность, это больше, чем надо. Просто светит, дает эту энергию. Все, никто ничего не считает. Никто не думает, а как же солнцу светить, чтобы оно было эффективно, да, чтобы сохранять, чтобы экономить. Такого в природе нет. В теле каждого, ну, не знаю, каждой девушки, женщины, сколько вырабатывается яйцеклеток. И только единиц, ну, какие-то, я не знаю, какая-то это, становятся детьми. То есть, опять же, мы видим принцип излишества, да, сколько излишества, очень много всего производится, а используется маленькое количество. То же самое везде, вот любую такую естественную систему возьмите, вы увидите этот принцип. Другие системы не выжили. Выжили системы, которые внутри, которые в своем мышлении руководствуются принципом излишества, принципом изобилия, принципом того, что не надо экономить, не надо стараться вот каждый миллиметр, каждый сантиметр использовать и так далее. Вот. И вот такая интересная история. К чему это я вот в контексте сегодняшнего эфира? К тому, что когда вы принимаете решение о будущем, вот сейчас, когда вы думаете, как организовать будущее, что делать, не знаю, многие думают о смене профессии, многие думают о смене страны жительства, многие думают, в общем, да, многое меняется. Проверяйте свое мышление. Вы думаете о будущем из принципа эффективности или из принципа изобильности, из принципа такого, ну, более чем достаточно, да, как излишество в хорошем смысле слова. Как вы принимаете решения? Как вы делаете выборы? Это критически важно. То же самое для своих клиентов. Вот смотрите, как они думают. Из принципа эффективности, как мне сейчас ужаться и каждый сантиметр своего времени, своих денег, своих ресурсов вот так вот лучше всего использовать? Или из принципа изобильности, как я хочу. Другими словами, как я хочу. Не то, как мне видится возможным, а как я хочу. Это принцип изобильности. И для себя это осознавайте, показывайте, ну, зеркальте, показывайте это клиентам. Те решения о будущем, которые вы будете принимать из принципа изобильности, из принципа достаточности, не просто достаточности, а более чем достаточности, да, они будут верными, и они в будущем создадут те внешние условия для жизни, которые вы для себя хотите. Сейчас у каждого из нас образовалась пустота. Кто-то потерял дом, кто-то потерял работу, кто-то потерял бизнес, кто-то потерял какие-то, не знаю, планы на будущее. То есть пустота есть у всех. Но пустота — это не хорошо, не плохо. Пустота — это обнуление. И пустоты долго не бывает, она заполняется. И у каждого из нас эта пустота заполнится. Вопрос чем? И вот этот вопрос чем зависит от того, каким образом вы мыслите сейчас о ситуации, каким образом вы принимаете решения. Как применить к жизни? Смотрите, очень просто. Вот, например, сейчас, давайте гипотетическая ситуация, вот вы потеряли работу, и вы думаете о том, каким образом, ну, как дальше развиваться в жизни. Вы можете думать двумя путями. Вы можете думать о том, боже мой, как мне завтра заработать $20, чтобы там купить продукты и так далее. Дай-ка я пойду, буду, не знаю, там, вот есть возможность, вот увидела объявление, что там требуется, кто-то там, неважно, да, вот пойду туда. Это один способ принятия решения. Другой способ принятия решения – это вопрос, а как я вообще хочу? Да? Вот изобилие. Вот если я думаю, что есть возможность заработать в любом направлении, в любой профессии, это тоже мышление достаточности. Достаточно денег, достаточно вариантов. Тогда я остановлюсь и подумаю, а как я хочу? Вот если мне все равно нужно менять, то, может быть, я пойду туда, куда я хочу? Вот. И тогда видятся другие возможности. Так я могу, вот, есть такая-то профессия, я могу пойти, там, поучиться. Сейчас очень много профессий. Обучение практически совпадает с
началом работы в этой профессии. И уже идут первые деньги, уже идут там возможности, ну, если нужно там содержать семью и прочее, прочее. Вот. Все, просто вот это переключение способа мышления, он сразу открывает новые горизонты. Вот. Я могу свой опыт рассказать, когда война началась, там мы несколько дней первых были в Киеве, и потом, ну, я поняла, что надо, ну, для себя приняла решение, что я уеду, потому что я не могу работать в такой ситуации. А самое большее, что чем я могу помочь другим людям и как-то повлиять на ситуацию, это когда я работаю тем, что я умею лучше всего, да, когда я работаю как психолог, как преподаватель, как вот. И я, ну, в этой ситуации я не смогу собраться и работать. И это было такой последней каплей для моего решения, что уезжаем. И когда мы выехали за границу, да, тоже был вопрос, а куда дальше ехать? Да, потому что, ну, в общем, никто не готовился, я никогда в жизни не хотела жить за границей, хотя возможность всегда была, ну, последние годы так точно была, потому что, в общем, у меня бизнес, который не зависит там от страны и так далее, поэтому в любой стране могли жить, но я вот в этом смысле, ну, такой патриот своей страны, я очень любила и люблю Киев, и это город, в котором я хочу жить, и если такая возможность будет, конечно же, я буду жить там. Но, когда проехали границу, да, был вопрос, хорошо, куда дальше? Ну, то есть нет каких-то мест, там, знакомых, особо друзей, ну, вот, в общем, ну, я имею в виду, то есть не было каких-то мест приготовленных заранее, то есть вот ты едешь, и перед тобой там вся карта мира, куда хочешь, туда едь, да, так сказать. И в какой-то момент я себя поймала на том, как я думаю. Я думаю, ой, может вот здесь остановиться, там переждем там пару недель. А потом я подумала, стоп. Если уже случилась такая ситуация, возможно, мне стоит выбрать то место, где бы я хотела жить. И таким образом, ну вот, в общем-то, я нахожусь в городе, где мне очень нравится. Понятно, не при таких обстоятельствах я бы здесь хотела оказаться, но тем не менее, да, это очень красивое место, хорошее для жизни. Вот. И я здесь лучше себя чувствую, я могу быть более продуктивной, лучше делать свою работу и тем самым вносить тот вклад, который я могу вносить. Ну, вот таким образом, да, это если вот про то, как это применимо на жизнь. То есть в каждодневных, ежедневных решениях. Сейчас война заставляет нас принимать решения каждый день, очень много очень важных решений. Вот. Я нахожусь в Испании, в городе Валенсия. Очень красивый город, мне он нравился, я здесь была много раз вот, раньше, и, в общем-то, мне кажется, такой очень приятный для вот, жизни. Я из Молдавии, живу в Италии. После военных действий мне сильно захотелось близких отношений с мужчиной. Его у меня нет. Тяжело дается учиться, мысли только о большой нужды в близости с человеком. Но смотрите, здесь, ну, во-первых, это нормальная реакция. В таких сложных эмоциональных ситуациях мы более остро чувствуем потребность в другом человеке. И здесь вопрос, то, как вы для себя это формулируете. Если вы бы спрашивали у меня рекомендацию, и я бы предложила вам очень хорошо следить, как вы об этом думаете. То есть, если не из нужды, что если вы себе скажете, что просто вот эта ситуация, она чуть ярче обнажила ваши настоящие потребности. Это потребность в близких отношениях с мужчиной. Да? Это не нужда, это вот ситуация, которая происходит в высокоэнергетическое время, она обнажает людей. Обнажает наши истинные потребности, обнажает наши истинные страхи, обнажает наши истинные мотивы. Иногда это очень, ну, не очень красивая картинка, но у нас есть возможность честно на себя посмотреть. На свою, у кого-то трусость, у кого-то какое-то злорадство, у кого-то там ненависть, у кого-то что-то, вот. А у вас обнажила очень правильную, наверное, женскую потребность в близких отношениях с мужчиной. Чуть подсветила, чуть ярче вы это услышали. Идите за этой потребностью. Хорошее время создавать такие отношения, потому что партнеры, мужчины, с которыми вы будете знакомиться, они тоже более ясно звучат. Ну, мы все более ясно сейчас звучим, со своими плюсами, минусами, темными, светлыми сторонами. Вот. И есть возможность другого человека быстрее увидеть,
да, и понять, мой человек, не мой человек. Не всегда есть возможность уехать, как быть в ресурсе в том месте, где есть. Ну, смотрите, на самом деле, те же рекомендации, то есть здесь все здравомыслящие люди в этой войне оказались в одной лодке, да, кто-то не смог уехать сложнее физически, да, потому что физически угроза стоит, но легче психологически, нет вины выжившего, нет стыда, нет, в общем, вот этого, да. Кто уехал, да, физически более безопасно, сильнее вина, стыд и прочее. То есть вот здесь вот эти качели у всех. Вот, поэтому, смотрите, если не получается уехать, просто есть две разные ситуации. Первое, это внешняя угроза, да, если внешние там бомбардировки, обстрелы и прочее. Здесь вопрос не думать, а делать, да, то есть там, читать рекомендации, там, вещи правильно собирать и так далее, то есть идти в убежище, то есть все то, что рекомендуют на уровне действия. Вот здесь важно четко, максимально быстро делать. Когда физическая угроза миновала и все более-менее, относительно, да, физически стабильно, то те же рекомендации, та же история. Вот. Потому что все равно вы остаетесь, да, вы каждый день принимаете решения, вы чем-то занимаетесь, вы каким-то образом начинаете работать. Вот я знаю, в Украине многие бизнесы сейчас запускаются и так далее. Мне вот буквально сегодня там перед войной, буквально там день или два, я отвезла очень много вещей в химчистку. И, понятно, так они там остались. А сегодня вот химчистка прислала сообщение, что вещи готовы, их можно забрать. То есть бизнес начинает работать, это очень хорошо. Вот. И, естественно, у вас тоже есть, в любом месте, да, если, опять же, это не буквально вот активные боевые действия, у вас есть, вы тоже принимаете решения, и вы можете принимать решения либо из эффективности, либо из изобильности. То есть тут то же самое, вот то, о чем я сегодня говорила. Спасибо за обратную связь. Я рада, что для кого-то из вас эфиры поддерживающие. И это, еще раз повторюсь, тот вклад, который я могу делать. И моя позиция в том, что каждый из нас должен думать о том, где я максимально могу быть полезным. Потому что мне понравилось тоже кто читал, мэр Киева Виталий Кличко, он еще в первые дни войны сказал о том, что если его брат, да, тоже известный боксер, он вернулся в Киев, и там были вопросы, почему он не в этой территориальной обороне и так далее. И на что Виталий Кличко сказал, что если мой брат пойдет в территориальную оборону, это как забивать гвозди айфоном, да, то есть он может дать другое, есть место, где он может больше сильно, вот, и у нас у каждого есть такое место, поэтому подумайте, где ваше место, где вы максимально полезны, и это тоже такой, мне кажется, важный вклад. И еще раз, да, будем тогда завершать. Еще раз, основная мысль эфира, которую хочу сказать, что наблюдайте, когда вы думаете о будущем, принимаете решение, чем дальше заниматься, как устраивать свою жизнь и так далее, наблюдайте, как вы думаете. И старайтесь думать из принципа изобильности, да, что есть варианты, есть возможности, а как я хочу. Да? Вот как бы я в идеале хотела, и потом уже сопоставляйте с тем, что возможно здесь и сейчас. Но вот ваша мечта, ваше видение, она должна сохраняться. И она как раз будет помогать ваше мышление перестраивать в правильное русло. Все, благодарю вас. До встречи в эфире.